Привет, мои хорошие! Новая неделя, новые новости. Но перед тем, как я начну, я бы хотела порадоваться вместе с вами, потому что вас у меня уже целых 2000. 2000 человек подписаны на мой канал. Я просто чувствую теперь свою огромную ответственность перед таким количеством людей. Ну и безумно благодарна и счастлива, что вы у меня есть. Обнимаю абсолютно каждого. Перед тем, как я начну, конечно же, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что чем больше будет лайков, тем лучше YouTube будет продвигать это видео, и больше количество людей сможет его увидеть. Ну и ваш лайк, конечно же, поможет мне не выходить из себя, потому что я записываю это видео уже второй раз. Я только что все это записала, весь выпуск новостей, но оказалось, что звук не записался. Я, конечно же, расстроилась, разозлилась, но не отчаиваюсь. Итак, новости Польши. Поехали. Спортсменка из Польши Зофия Клепацка продала одну из своих медалей на аукционе, чтобы помочь женщине-инвалиду, которая является полькой, но сейчас живет на территории Украины. Конечно же, это очень благородный поступок, очень хорошее дело. А Зофия уже не первый раз продает медаль, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи. Я надеюсь, ее доброта к ней вернется. В данном случае я бы хотела обратить ваше внимание на то, в каких условиях вообще живет эта женщина-инвалид в Украине и как это вообще все происходило. Дело в том, что то, как Зофия пришла в дом, то, как она разговаривала с женщиной, это все записано на видео. И на видео видно условия, в которых живет женщина. Ну, это, конечно же, не самый какой-то вселенский ужас, который можно увидеть, но, конечно же, видна бедность. И это очень ужасно, конечно же, что люди, которые нуждаются в помощи, они не могут работать, они вынуждены жить в бедности, в недостатке денег и в не очень хороших условиях. Но еще ужасный момент в том, что эта женщина, она не может передвигаться самостоятельно, ей нужна инвалидная коляска. И она Зофии рассказала о том, что она давно о ней мечтает. Мечтает об инвалидной коляске, женщина с инвалидностью. Зофия, конечно же, пообещала уладить этот вопрос и сказала, что у женщины будет все, что ей нужно, и коляска в том числе. Но меня просто каждый раз, когда я вижу какие-то такие ситуации, просто рвет на части от того, что одни люди в Украине, они живут на взятках, у них огромные дома, огромные квартиры в Киеве, какие-то дорогие машины, они понтуются каким-то просто бесполезной какой-то ерундой, которую они заработали, конечно же, нечестным своим трудом. И в это время в той же самой Украине есть тысячи нуждающихся людей, таких как эта пожилая женщина, которой все, что нужно, инвалидная коляска, потому что у нее инвалидность, она не может ходить сама, но у нее нет инвалидной коляски. Государство о ней не считает нужным заботиться. Это просто меня безумно выводит из себя, не укладывается в голове, и так не должно быть. Но есть и хорошая новость. Количество зараженных в Польше падает с каждым днем. Например, за последние сутки, я это видео снимаю 16 июня, зарегистрировано положительных случаев заболевания всего лишь 241. Конечно же, причина для этого и то, что стало тепло. Например, прошлым летом в Польше регистрировались тоже очень низкие уровни заболеваемости. Ну и, конечно же, свою роль отыгрывает то, что в Польше очень много людей, которые прошли процедуру укола. Уже более 10 миллионов человек имеют иммунитет, они уже прошли все процедуры уколов. Это очень хорошо. Я надеюсь, что темпы не будут снижаться, и мы не вернемся к четвертой волне, не вернемся к закрытым ресторанам, к закрытым магазинам, опять не станем носить маски на улице. Я надеюсь, что это все в прошлом. Но, конечно же, произойти может что угодно, предсказать абсолютно невозможно. Вопрос у меня тут только один назревает. Когда? Когда Польша откроет границы? Вы, конечно, мне можете возразить и сказать, что так границы же уже открыты, можно ехать, путешествовать, куда-нибудь лететь. Но нет, это среди Европы границы открыты. А из Украины, например, приехать в Польшу все так же нельзя, если ты едешь не на работу или не на учебу. Ну и еще ряд там каких-то официальных причин. Например, у меня есть мама, и я бы очень хотела, чтобы она летом смогла ко мне приехать. Я бы показала ей прекрасный Краков, я бы свозила ее в горы, мы бы чудесно провели время вместе. Но мы не можем этого сделать. Моя мама не может приехать ко мне в гости, нет никакой возможности ее сюда пригласить или позвать, потому что она сюда не едет ни учиться, ни работать. Наверное, со стороны государства такие ограничения на въезд все еще оправданы, но для моей конкретной семьи, для меня лично, это, конечно же, маленькая трагедия. Студия Social Changes по заказу портала politice.pl опубликовала результаты социального опроса. В рамках этого опроса они задавали вот какой вопрос полякам. Как вы относитесь к гражданам Украины, которые работают и живут в Польше? То, какой вопрос был задан при проведении соцопроса, это очень важный момент, потому что в зависимости от того, какой был задан вопрос, ответы тоже могут отличаться. Например, несколько месяцев назад мы с вами обсуждали результаты социального опроса SBOC, если я не ошибаюсь. Они там исследовали отношение поляков не только к украинцам,
украинцам, но и к людям из разных других стран. Показатели того опроса отличались от того, о котором мы поговорим сегодня. И дело не в том, что тот сфальсифицированный, или этот сфальсифицированный, или тот неправильный, а этот правильный, или наоборот. Нет. Скорее всего, дело в том, что вопрос формулировался по-разному. Итак, результаты соцопроса студии Social Changes. 59% респондентов заявили, что относятся к украинцам положительно, из которых 17% не знают и скорее положительно относятся, а 46% твердо уверены, что они относятся положительно. О негативном отношении заявили всего лишь 15% опрошенных, из которых 5% однозначно отрицательно относятся к украинцам, а 10% скорее отрицательно. Из всех опрошенных 22% вообще затруднились ответить. В вопросе от SBOS, который мы обсуждали несколько месяцев назад, результаты были другие, там более негативное отношение было у поляков к украинцам, но, несмотря на результаты опроса, я всегда считаю важным сказать мое личное мнение. Как тогда я говорила, что я не сталкивалась с каким-то предвзятым отношением поляков или негативным по отношению к себе, когда они узнавали, что я из Украины, так и по сегодняшний день я все еще не столкнулась ни разу с каким-то негативным отношением к себе. И скажу даже больше, поляки различные в сфере услуг, или когда ты приходишь в Ужонт, они когда узнают, что ты из Украины, ну или просто иностранец, они понимают, что ты что-то можешь недопонять или что-то можешь не так сказать, они прям внимательнее начнут к тебе относиться, более снисходительно, говорят более внятно, более медленно, стараются понять, понял ли ты их или нет, и это даже очень мило и приятно. Вот, например, только вчера была ситуация в Бедронке, я была на кассе самообслуживания, и рядом была женщина-полька, она не могла там разобраться с кассой, попросила меня помочь, но я ей не могла помочь, потому что там не было той кнопки, которую она искала, и, конечно же, она услышала, что я не полька, что у меня огромный акцент, но ни одна морщина на ее лице, ничего абсолютно не выдала в ней никакого удивления или тем более негативного отношения. Украинцы и граждане других стран, которые не являются членами ЕС, могут пройти процедуру укола прямо на границе. Сейчас на карте вы видите места, где находятся эти мобильные пункты, они работают круглосуточно, и процедура укола в них бесплатная. Все желающие могут ее пройти. И я считаю, это очень клевая инициатива. Например, в Украине все еще существует проблема с тем, что укол недоступен для многих, просто количество препаратов, ввозимых в страну, очень низкое. И многие, даже те, кто хотели бы пройти эту процедуру, не могут ее сейчас пройти, потому что она недоступна. Но эти люди при желании могут приехать в Польшу, ее пройти абсолютно бесплатно. По-моему, это очень круто, что Польша находит возможность бесплатно не только своим гражданам своей страны предоставлять эту услугу, но и иностранцам. Таким, например, как мне, я тоже воспользовалась уже этой услугой. У меня есть и видео на канале об этом, и в Инстаграме у себя я тоже об этом рассказывала. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, там я веду блог о жизни в Польше, рассказываю о всем, как я тут живу, показываю цены, в общем, много разных интересных вещей отсюда. Приходите, я всем рада. Рада министров Польши предложила с 2022 года поднять уровень минимальной заработной платы. Сейчас она составляет 2800 злотых, а предлагается сделать 3000 злотых. Я так понимаю, что минималка в Польше растет каждый год, потому что, например, вот в этом новом году она уже поднялась на 200 злотых. Раньше она была 2600, а теперь стала 2800. Но предлагается вот сделать еще целых 3000 злотых. Я подумала, что и моим зрителям из Украины, и моим зрителям из Польши будет интересно посмотреть сравнение, какая минимальная заработная плата в Польше и в Украине. Итак, в Польше минимальная заработная плата ожидается 3000 злотых. Это 21,5 тысяча гривен или $800. При этом в Украине в декабре тоже планируется повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысяч гривен. Это 900 злотых, то есть больше, чем в 3 раза меньше от польской, или $240. Конечно, чтобы работать за минималку, это еще надо постараться. Скорее всего, если вы работаете не первый год, не только закончили университет и работаете на какой-то обычной работе, то есть не на самой простой, вы не будете получать минимал. Поэтому я решила еще сравнить средние заработные платы в Польше и в Украине. В Польше есть разные показатели средних зарплат. Например, есть такой показатель, как среднекраёва, но так как там учитываются не все, я решила взять среднее просто вознаграждение в Польше за 2020 год. В 2020 году средняя зарплата в Польше составила 5400 злотых. Конечно же, до вычета налогов. 5400 злотых это $1450 или 39 тысяч гривен. При этом в Украине средняя зарплата в апреле 2021 года составила 13,5 тысяч гривен. Это 1900 злотых или $500. Помнится мне, кто-то там говорил, что украинские зарплаты приближаются к польским. Как по вашему мнению, приближаются? Разница в 3 раза. Это вообще похоже на приближение? Или просто у меня
меня с математикой как-то не очень. Короче, печально, конечно же, это все, но с другой стороны, наоборот, круто, что в Польше зарплаты намного выше, и можно работать здесь и получать достойные деньги. Например, если вы получаете среднюю польскую зарплату в 5400 злотых, то после уплаты налогов у вас остается где-то 4000 на руки. Если вы работаете в паре вдвоем, муж и жена, то у вас получается 8000 злотых на семью. Этих денег более чем достаточно, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. Например, платить ипотеку, на что-то откладывать, путешествовать, воспитывать детей и жить нормальную жизнь. Хотя, конечно же, поляки, скорее всего, скажут, что это очень мало, очень низкая зарплата, но тут уж с чем сравнивать. Ну а на закуску я приготовила две новости из Украины. Первая касается запрета пластиковых пакетов. Мне серьезно звонила мама, и она говорила, что она виделась с соседкой, которая сказала: ты представляешь, теперь не будет пакетов. Что же мы будем делать? Короче говоря, запрет и закон очень беспокоит украинцев. Это важное для украинцев нововведение. Теперь в Украине запрет на распространение пластиковых пакетов, кроме биоразлагаемых. Нюансы закона я вам уже читать не буду. Скорее всего, если вы смотрите этот выпуск, то вам это ни к чему. Знать, какой там штраф или какие пакеты разрешены, и сколько времени дается на адаптацию, чтобы их полностью изъять из оборота, это уже нюансы. Но меня в целом поражает и удивляет шумиха вокруг этого закона, когда у нас люди без инвалидных колясок, инвалиды, нуждающиеся, у нас есть проблемы, которые реально надо решать, а мы запрещаем пластиковые пакеты. Да, пластик, мусор — это большая проблема для нашей планеты, но я думаю, что эту проблему нужно решать тогда, когда все остальные потребности закрыты, так как это делают европейские страны. Но когда у тебя минималка в $2500, впаривать людям бумажные пакеты, которые стоят дороже пластиковых, они и в Польше стоят дороже пластиковых, ну это какой-то, по-моему, бред. В Украине ничего не стоит на месте. Например, в офисе президента Владимира Зеленского обновили ремонт. Очень обсуждаемая новость в последние дни. Посмотрите, какой теперь у него стильный кабинет. Неоновые вывески на одной стене, целый палисадник на другой стене. Все такое современное и модное. Многим этот дизайн, конечно же, не понравился, потому что он такой минималистичный. Некоторые не оценили шикарные растения, которые находятся на стене. Насчет растений вообще считаю, все отлично. Это очень современно, модно. Вот посмотрите, у меня, если бы у меня была возможность сделать такую же стену, я бы сделала. Но пока что у меня только вот шкафчики такие стоят с цветами, которые, кстати, Лютик, мой котик, регулярно роняет. Почему эта новость забавна вдвойне? Потому что посмотрите, как офис президента выглядел до ремонта. В этом кабинете и в целом в офисе президента работали все украинские президенты в этих прекраснейших интерьерах. Прекрасно все, конечно же, в кавычках. Я не знаю, как назвать этот стиль. Стиль убежавшего генпрокурора украинского Пшонки или стиль убежавшего украинского президента Януковича. Все в лепнине, все, чтобы дорого-богато. Но в целом это, конечно же, пародия на классицизм с элементами барокко. И выглядит это все смешно, но очень хорошо отражает, мне кажется, украинскую реальность, где важно показать, как у тебя все дорого-богато, и спародировать что-то хорошее, чем сделать что-то оригинальное, хорошее по-своему. В этом смысле, конечно же, новый офис Владимира Зеленского мне нравится намного больше. Мне, кстати, стало интересно посмотреть на кабинет польских президентов. В данный момент это кабинет Анджея Дуды. И как я поняла, что у польского президента нет одного какого-то стандартного офиса. У него есть несколько резиденций. Одна из которых, главная, находится она на улице Краковское предместье. И этот дворец называется, например, дворец конец польских, Радзивиллов, Любомирских или дворец наместника. Даже на сайте я смогла виртуально погулять по этому дворцу. И, честно говоря, он выглядит красиво. Ну, потому что он оригинальный и был построен очень давно, если я не ошибаюсь, в 17 веке, в 1600 каком-то там году. И выглядит этот дворец намного богаче и круче, потому что он оригинальный, потому что он построен в каком-то стиле, в духе своего времени, украшен прекрасными произведениями искусства. И это как раз-таки привлекает и выглядит круто. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. А если хотите больше информации о Польше, то обязательно переходите ко мне в Инстаграм. Еще раз повторюсь, я рада абсолютно всем. Хорошей вам недели, хорошо вам проводить эти летние жаркие дни и пока!